На изготовление этих шедевров было затрачено 2 вечера. Если вы думаете, что травление металла это сложно, отвечаю. Досмотрев это видео до конца, многие сделают аналогичное травление металла с первого раза. Я уже делал подобное, подписчики должны помнить. Но тогда у меня не было здоровенного топора мясника, а с ним, как оказалось, работы намного больше. Весь процесс разделим на 2 этапа. Полировка металла и травление. Если у кого-то будут вопросы, задавайте. Я не только читаю комментарии, но и всегда отвечаю. Полировку одного топора можно сделать только болгаркой за час. Сильную ржавчину и старую краску я снял зачистным диском. Кое-где ржавчина проникла достаточно глубоко, поэтому приходилось зачищать до чистого металла. Зачистив 3 топора и маленький колун, неожиданно вспомнил, что где-то лежит новенький топор мясника. Он почти в 3 раза больше стандартных топоров. И визуально в отличном состоянии. Был даже в солидоле. Зачистным диском начал снимать верхний слой металла, и через пару минут стали заметны глубокие раковины, которые вряд ли я смогу убрать. Времени на зачистку топора мясника ушло в 3 раза больше. После зачистного диска на топорах остались неровности, которые можно сгладить лепестковым диском. На топоре мясника неровности вывести сложнее. Я попробовал это исправить орбитальной машинкой. Но наждачные круги на чистом и плоском металле садились буквально за минуту. И для меня было открытием зачистной синтетический диск, который я как-то купил на автомобильном рынке. В Китае аналогичные диски продают по 320 рублей. В общем, такой диск может сгладить небольшие неровности на металле, вывести царапины и отполировать поверхность. На отполированном таким диском металле можно делать травление. И не важно, что на плоскости есть неровности. После травления эти дефекты почти незаметны. Отполированные топоры эффектно смотрятся и без рисунка. Чтобы довести металл до зеркального состояния, можно немного пройтись тысячными наждачными кругами и слегка шлифануть 2000-ной наждачкой. Окончательную полировку делал на войлочном круге с автомобильной мастикой G3. Буквально несколько минут и топоры готовы. И согласитесь, смотрится классно. На втором этапе для травления металла понадобится источник питания постоянного тока с напряжением 5 вольт. Идеально для этих целей подходит компьютерный блок питания. Еще понадобится соль из расчета килограмм на 4 литра воды и трафареты, изготовленные на виниловой самоклеящейся пленке. Кто хочет сделать свои макеты трафаретов, могут посмотреть обучающий ролик. Ссылка на видео у меня на сайте. Если же вам нравятся мои трафареты, можете их скачать там же и в закрепленном комментарии. Все макеты я уместил на листе формата А3. Что делать с макетом трафаретов? Скидывайте его на флешку и несете в ближайшую студию печати, где просите сделать плоттерную резку на виниловой самоклеящейся пленке. Там же можно купить монтажную пленку. В крайнем случае монтажную пленку можно заменить малярным скотчем. Дома разделим лист на отдельные трафареты. У меня лист немного больше, потому что кроме топоров я готовил трафареты для кепок и футболок. Итак, как перенести трафарет на металл? Берем трафарет с текстом. Допустим, я хочу, чтобы после травления металла текст блестел. В таком случае удаляем ножиком или иголкой всю самоклеющуюся пленку вокруг текста и внутри букв. На подложке остается только текст. Чтобы перенести наклейку на металл, клеим на трафарет монтажную пленку. Разгладим и аккуратно снимем. Трафарет перенесли на пленку. Обезжирим топор растворителем или спиртом и постарайтесь приклеить трафарет с первого раза. Хорошенько разгладьте и, сильно загибая, не спеша, стяните монтажную пленку. Простые наклейки в форме листочков или звездочек можно клеить без монтажной пленки. Главное не касаться клейкой основы руками. Однослойное травление будет смотреться хорошо, но при двухслойном травлении создается иллюзия глубины рисунка.
Делается это просто. Вначале клеим все трафареты, которые должны блестеть, после чего поверх клеим трафареты, которые после травления будут как бы на заднем плане. Теперь подготовим солевой раствор. На 3-4 литра воды сыпем килограмм соли. Очень важно соблюдать температурный режим. Температура раствора должна быть такой же, как и температура топора – 25-30 градусов. При разнице температуры более чем в плюс-минус 20 градусов наклейки при травлении могут отвалиться. Дальше нужно подключить питание. В каждом компьютерном блоке питания есть шина на 3,3 вольта, 5 и 12 вольт. И чем выше будет сила тока у 5-вольтовой шины, тем лучше. Видео по переделке и запуску компьютерного блока питания найдете у меня на сайте. Следующий важный момент. Плюсовой провод от блока питания прикрутим к топору, который будем травить. Это анод. Минусовой провод прикрутим к какой-либо жестянке, напоминающей форму топора. Это катод. Если перепутаете полярность, то травиться будет не топор, а жестянка. Опустим в пластиковую посуду топор и катод. Расстояние между катодом и анодом делаем 3-5 см. Если катод поставить в сантиметре от топора, раствор может закипеть, и как следствие из-за разницы температуры топора и раствора наклейки отклеятся. Кроме того, при малом расстоянии между катодом и анодом увеличится нагрузка на блок питания, который может отключиться, или, как говорят, уйти в защиту. Раньше я думал, что силы тока моего блока питания достаточно для травления любых предметов. Но при травлении топора мясника блок питания уходил в защиту до тех пор, пока я не отодвинул катод от топора на 5 см. Медные провода сечением 1,5 квадрата под нагрузкой грелись так, что плавилась изоляция. Чем больше площадь анода и катода, тем выше нагрузка. И последнее. Каждый раз перед основным травлением я делаю тестовое 20-минутное травление. Если результат нравится, приступаю к основному травлению. Топоры я травил по 15 минут каждую сторону, и ускорить этот процесс не получится. Вначале травим одну сторону, затем переворачиваем топор и столько же травим другую. После чего мягкокисточкой, стараясь не повредить наклейку, под проточной водой смываем оксид железа. Просушим топор и снимем верхний слой наклеек. Снимать старайтесь так, чтобы случайно не поднять нижнюю наклейку. Кое-где могут остаться следы клея. Клей убираем с помощью растворителя. Если переборщите с растворителем, наклейки могут отклеиться. Удалив клей, ставим топор в раствор и запускаем травление каждой стороны еще на 10-12 минут. По окончанию травления смываем оксид и снимаем наклейки. И на первый взгляд травление кажется невыразительным. Но если взять 600-ю или 800-ю наждачку и все зачистить, то начинает проявляться рисунок. После 600-й наждачки по зеркальным участкам пройдем 1000-й и 2000-й наждачкой. И в заключение, для того чтобы рисунок стал зеркальным, шлифанем войлочным кругом, можно даже сухим. После войлока рисунок станет более выразительным и эффектным. Результат мне нравится. Если вам тоже нравится, ставьте палец вверх. Топоры получились действительно уникальными и очень красивыми. Можно было бы одеть топорище, но есть нюанс. Металл ничем не защищен и со временем может потускнеть или покрыться ржавчиной. Поэтому в следующем видео сделаем воронение всех топоров самым удачным способом.
Кстати, теперь подписчики моего телеграм-канала и группы ВКонтакте могут увидеть фотографии новых самоделок за пару суток до выхода видео на ютубе. Что касается воронения, то что покрытие будет износостойким и влагостойким, я не сомневаюсь. Мне больше интересно, насколько эффектно будут смотреться топоры после воронения. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. На этом все, дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк или дизлайк и подписаться на мой канал.